Что происходит с патрулем и куда он пропал? Новые подробности по скрытым файлам и режимам в новой CS2. И один из самых первых кастомных агентов для игры на новом движке, созданный мною. Меня зовут Пром, и все это мы обсудим в данном ролике. Но перед этим спонсор. И снова мы встречаем Hellstore, где, играя с реальными людьми, можно выбить неплохой скин. На выбор у вас 4 режима. Это классик, где скидываешь оружку в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Coin Flip, где монеточка решает, кто из вас заберет весь куш. Колесо, в котором выбираешь ставку и ждешь прокрута. Или же новый краш, выбираешь значение, если шкала его пройдет, забираешь приз. А если тебе не понравился скин, то всегда можно его проапгрейдить. В Hellstore также можно выбить и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а используя мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс. Так что не теряй времени и заходи на Hellstore. Ну что же, я уже освещал в предыдущих роликах и в своем телеграм-канале о том, что патруль в один прекрасный момент вдруг пропал из игры. Замечено это было еще 25 марта. И по заверению некоторых пользователей, еще тогда можно было перейти на прошлую версию игры, и он снова работал. В итоге на сегодняшний день ни в текущей и ни в предыдущей версии игры он не работает. А если быть более точнее, то просто банально перестали приходить новые дела для него. Предположительно, его отключили с серверной стороны, так как в файлах игры никаких изменений, связанных с патрулем, не было. И возможно, это как-то связано с Counter-Strike 2, учитывая, что она использует по сути те же дата-данные, то предположение имеет место быть. Кстати, недавно я продолжил экспериментировать с интерфейсом в новой CS2. И если вы следите за моими роликами, то уже знаете, что недавно я разблокировал полное меню в игре. На сей раз я решил пойти дальше и вывел 4 новые кнопки в главном меню для своих экспериментов. И первое, что я сделал, это как раз таки портировал патруль из CSGO в новую Counter-Strike 2. Так как по неизвестным причинам самого окна патруля в файлах новой игры не было. Из чего впоследствии было выявлено, что действительно патруль-то может быть и работает, но дела нам не приходят. Ну а во вторую же кнопку я решил вывести окно магазина для мажора, который уже был в файлах игры. И в надежде, что при нажатии я увижу Рио 2022 года, так как это был последний мажор, я не был готов увидеть Стокгольм 2021. Из чего можно сделать предположение, что еще в 2021 году разработчики работали с готовым прототипом CS2, так как магазины последних мажоров остаются в игре, пока их не сменит новый. В третью же кнопку я банально хотел проверить, можно ли выдать себе бету-версию путем вывода окна приглашения. Спойлер, нет, нельзя. Ну и наконец-таки в четвертую попытался вывести инструменты разработчиков. Пока еще до конца не смог разобраться, как правильно все это сделать. Знаю, что есть команда для этого, но она бесполезна. Да и вообще для меня стало сюрпризом узнать, что есть в меню свои утилиты, с которыми можно вертеть, крутить и тестить те или иные участки меню и даже модельки. И все это всегда было под боком даже в CSGO. Кстати, еще кое-что про меню и скрытое. Помните недавно найденные упоминания о питомцах, которые скорее всего будут использоваться в запретной зоне? В файлах меню я нашел новые упоминания о них. И если остальные кастомизированные предметы по типу масок, штанов были лишь зафиксированы в отдельные слоты, то питомцы пошли дальше. И судя по найденным строчкам, это будут не просто скины на куриц, но и новые модельки в виде других животных, а возможно и дронов, так как стоят вместе с теми предметами, которые являются отдельным видом, а не скинами. А это модельки, агенты, музыкальные наборы и граффити. И раз уж мы затронули немного запретную зону, то мне удалось запустить данный режим в новый CS2. Разумеется, не без вмешательства в библиотеки игры, так как в бете не предусмотрен запуск данного режима, и неспроста, потому что сейчас он выглядит как полуобрубок кода из CSGO. Не видно моделей персонажей и куча предметов не работает. По всей видимости, они действительно на данный момент его перерабатывают и усовершенствуют. И да, в файлах игры есть конфиг для данного режима, в котором есть упоминание ранее найденной бомбы-стяжки. Да-да, та самая, которая работает как ловушка. Из этих строчек можно узнать, как она называется в игре и какой шанс выпадения из фаербокса. Так что, ребята, можно расслабить булки. Все это действительно готовится конкретно для запретной зоны. Ну и напоследок. Прошло всего чуть больше 2 недель с релиза ограниченной бета CS2.
2, а я уже создал своего агента для нее. Вы наверняка помните этого персонажа, которого я создал для анимационных вставок в своих роликах. Но самым главным достижением считаю, что все это было проделано без официальных инструментов для игры, через супер злостные костыли. И теперь я почти полностью подтянул свои знания в новом движке Source 2. А это значит, что скоро будет очень много интересного контента. На этой прекрасной ноте у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!